Я хочу вам представить сегодня выступающих. Куратор, искусствовед госпожа Хедвиг Заксенхубер, Александра Обухова и двое еще наших участников дискуссии в процессе передвижения сюда, в гостиный двор. Но поскольку госпожа Заксенхубер у нас торопится на самолет, и у нее, к сожалению, мало времени, а еще надо мне успеть сказать и несколько вводных слов перед ее выступлением, то мы прямо сейчас начинаем. Итак, мы говорим про коллекционирование. Несколько общих слов я скажу по этому поводу. Вот французский и польский философ Кшиштоф Помьян говорит о том, что написал книгу о коллекционировании, где он говорит о том, что это коллекционирование — это есть некий всеобщий процесс, присущий любому обществу, любому сообществу людей, присущий им значительно раньше, чем появилась письменная и даже, может быть, устная речь. Первоначальные коллекции, а тем более последующие, всегда, говорит философ Помьян, всегда отличаются тем, что в них присутствует некий добавочный смысл к тому бытовому или какому-то иному культурному употреблению и смыслу и функции вещи, которой она первоначально обладает. То есть если у нас есть коллекция чайников, то это значит уже не те предметы, которые используются на кухне. Но если у нас есть коллекция картин, например, и скульптур, то они тоже, эта коллекция означает нечто большее, чем просто собрание холстов или пластики, отдельных вещей. То есть коллекция есть некий текст, и этот текст часто бывает записан, а иногда и не записан, но во всяком случае она предполагает некий нарратив. Этот нарратив непосредственным образом связан с тем, кто коллекцию собирает, с коллекционером. То есть когда коллекционеру есть что сказать о себе, когда коллекционер ясно представляет, в каком обществе он живет, в какой истории он находится и каковы ценности его и этого общества, тогда он имеет возможность описать себя и описать это общество через собственную коллекцию. То есть коллекция, это, можно сказать, что коллекция — это есть некое описание через предметы идентичности, самоидентичности. И вот одна из проблем сегодняшнего дня, мне кажется, поскольку мы собрались здесь говорить не об успехах коллекционирования, а прежде всего о кризисе, мне кажется, современного коллекционирования, оно связано с тем, что как раз современный человек, и не только это относится к российскому обществу, в общем-то очень слабо представляет, кто он есть на самом деле, и что является его ценностями, и где он живет, в какое время, и в каком обществе, и при какой власти. Вот это вот есть, это есть как бы субъективная трудность нынешнего коллекционирования. Есть еще объективные трудности, которые тоже прикладываются и значительно усиливают кризис сегодняшнего коллекционирования. А что я имею в виду вот под кризисом? Я вот имею в виду, например, что вот если взять коллекционирование русского искусства, что у нас коллекционирование, в последнее время широко распространившееся коллекционирование современного искусства, захватывает период 50-х, 60-х, 70-х годов, период расцвета нонконформизма, но уже в 80-е годы застопоривается. И уже у нас считанные коллекционеры собирают 80-е годы, а тем более 90-е, 2000-е и 2010-е. То есть фактически у нас в наших коллекциях прекрасно представлено искусство, которое имеет 40-летнюю давность. А последние 40 лет нашего российского искусства собираются исключительно плохо, или даже вообще не собираются. Или если собираются, то собираются вовсе не в той мере ответственности и подробности, в какой собирался нонконформизм. С другой стороны, чрезмерная потребность в все новых и новых вещах нонконформизма
рождает ситуацию, когда каждая третья или каждая четвертая вещь, купленная коллекционером, нонконформистская вещь, есть подделка. Вот. Так вот, что касается объективных сложностей, кризисных сложностей коллекционирования, они связаны с тем, что бывают эпохи, когда определенные наборы вещей, определенные наборы культурных предметов представляются чрезвычайно интересными, ценными, драгоценными и, соответственно, подлежащими ажиотажу коллекционирования. Это не обязательно, кстати сказать, картины или там произведения искусства. Это могут быть и бытовые вещи. А другие моменты, когда вот этого раскрытия интереса, когда вещь не раскрывается, когда материальная культура еще недостаточно убедительна для возможного коллекционера. Вот. И мне кажется, что мы вот, в частности, сейчас здесь в России переживаем такую ситуацию, когда мы, в общем, очень любим наших художников, с ними дружим, общаемся, бываем у них в мастерских, любим, что они делают, наблюдаем с удовольствием, как они творят, но как бы не можем никак преодолеть ощущение, что это, в общем-то говоря, все-таки не тот этаж, что ли, не та высота, которая требует, которая как бы может быть подстроена как некий новый этап, важный этап российского искусства, если его отсчитывать не от последнего поколения, а от многих поколений. Okay, thank you for inviting me. I'm a curator and art critic and coming from Vienna. We have the magazine Springerin, who is the anniversary of 25th year now, and now we are making the 100th issue. And if you are speaking from collecting and art making, then you have really to look at the whole art system. It's necessary to have on the view the critics, the artists, the institutions, the different institutions, the private institutions, the museums, the smaller institutions, the galleries, the smaller galleries, the big players, yeah. Because if you are speaking from an art market, then you don't only speak from the Russian market, you have really in mind the whole art market. Here you are on an art market, and you have invited the Qatar line, yeah. So are really you are a global player too, yeah. And what's for me quite interesting, it was the archive, yeah. The archive, it's not only buying art from the collectors, but I have now the situation working with an artist. He's really in Vienna a name, yeah, but he is not internationally well known. He is 80 years old, he has a full atelier, maybe 200 sculptures, and has a wonderful flat. He's an architect and designer, yeah. And what we are doing now, what we are doing with the archive now, yeah, this is really a very interesting question, and I think it's not only done, you have collecting the works, it's more, yeah. You have really to think in which frame you can present the work, yeah. It's not only have one work, yeah. You have really to make the relation to other artworks, to mirror him or his work, yeah. So it's more as a collector. You have an art system, and it's very, very important. But what I see is the museums now, they have not the capacity to can do all the work, yeah. And now we have to find different situations to work on this. Ну что, я хочу вам большое спасибо. Хочу попросить сейчас выступить Александру Обухову. Вы знаете, что Саша, наверное, один из главных архивных деятелей современной России. В всяком случае, вместе со своим коллективом в музее «Гараж»
Александра Обухова развернула грандиозную работу, которую не делает, кстати сказать, ни один российский музей, что очень печально, а именно сбор архива российских современных художников. Так я понимаю, что это прежде всего послевоенная эпоха, да? Вот, и действительно, это чрезвычайно важная, особенно, мне кажется, для России работа, потому что очень часто у нас дело заканчивается тем, что произведения не выживают, а остаются архивы. Или, по крайней мере, именно архивы порождают всплеск интереса к тому материалу, который оказывается на краю гибели, как это, например, было с Ханмагомедовым, который, собственно, раскрыл интерес к русскому конструктивизму через сбор грандиозного архива. Спасибо, Андрей, что вы пригласили меня принять участие в этом разговоре, потому что для меня самым важным, наверное, в моей работе, причем это многолетняя работа, которая началась много лет назад, было то, что если, как раз та проблема, о которой Андрей говорил, если художественные коллекции крайне субъективны, зачастую неполны и отражают не только персональный вкус, но и некие требования такого вот как бы широкого общественного мнения, как бы такого арт-эстеблишмента, кого собирать, кого не собирать, кого брать в будущее, кого не брать в будущее. Для меня всегда было важно сохранить вот эту демократичность взгляда историка, который пытается зафиксировать малейшие проявления локальной художественной ситуации и обязан помнить все. То есть для меня было важно создать такой ресурс, который бы собирал не сами произведения искусства, но знания об этих произведениях. Помимо прочего, помимо вот самой как бы демократической сущности архива, который противопоставляет свой эгалитаризм, элитарности художественной коллекции, мне было важно все-таки увидеть не искусство Москвы или Санкт-Петербурга, как это обычно бывает. Мне было важно создать такое место, где присутствовали бы документы, освещающие историю всей России, включая самые разные ее регионы, с севера на юг, с запада на восток. Для этого, естественно, было ясно, что мы не сможем никогда собрать все в рамках Музея современного искусства «Гараж». Поэтому несколько лет назад мы предложили нашим партнерам за рубежом и в России принять участие в так называемой сети архивов русского искусства Russian Art Archive Network. И пару лет назад мы открыли онлайн-каталог, куда входят карточки произведений, вернее, документов, фотографий, писем, афиш, пригласительных билетов, текстов художников и так далее, которые хранятся в самых разных местах. Это музей Зиммерли при университете Ратгерс, это Бременский университет в Германии, это Пермский музей современного искусства, это Краснодарский архив, который базируется в Центре современного искусства «Типография», и это Тольяттинско-Самарский архив, который собирают в Тольятти наши коллеги. То есть для архивиста на самом деле действительно важно не обладание какой-нибудь ценной бумажкой, которой как бы нет цены, потому что это автограф, там, не знаю, какого-нибудь знаменитого художника, давно ушедшего от нас. Но это на самом деле очень живой организм, в котором обладание — это вторая как бы по сексуальности задача. Знание как бы наиболее в данном случае такой как бы, я бы сказала, эротический, да, момент собирательства. Собирать знания, а не вещи. Ну вот, наверное, я бы так сказала. Красиво, про эротику. Эротика подглядывания, по-моему, еще здесь есть. Нет, воеризм. Воеризм есть в архивной деятельности. Ну, конечно. Ну, нет, да. Там есть все. Там есть детективы, там есть любовные истории, там есть подглядывание. Действительно, когда ты читаешь письма, написанные 50 лет назад, ты читаешь чужие письма.
но они как бы так или иначе уже принадлежат истории, потому что в значительной степени могут даже перевернуть наши привычные позиции и оценки. Я вот хочу вам представить Ирину Горлову, заведующую отделом новейших течений Третьяковской галереи. Она сейчас подошла и включится в наш разговор. Да, Саш, вот вы сказали про то, что вы не хотите ограничиваться автографами знаменитых лиц и вообще узким кругом известных авторов. Но у меня вот вопросы к вам и к госпоже Заксен-Хубер, если это возможно, ответьте о границах архивной коллекции, потому что все-таки если коллекции, собственно, произведений искусства, они тоже есть некий отжим художественной ситуации, художественной жизни, и сильный отжим и сведение всей грандиозной деятельности по производству объектов культурных к узкому набору предметов, то мне кажется, что архивная коллекция, она есть еще больший отжим, потому что, ну вот сейчас вы возразите, потому что, в общем-то говоря, мы здесь погружаемся в конкретику жизни и в рассмотрение подробностей творчества, ну, вероятно, наиболее принципиальных и решительных творцов, так? И, в общем-то говоря, можем вполне обойтись без того, чтобы следить сразу за всеми игроками на художественном поле, нет? Но если можно, я сразу отвечу, потому что это один из самых острых вопросов, который встает перед нами в нашей работе, потому что пролагание границ, где кончается современное искусство, где оно начинается, это большая историосовская задача, которую, к сожалению, мы формулируем непосредственно в процессе работы. И ее решение — это тоже такой интересный вызов для нас, потому что это мой такой уже устойчивый образ, о котором я несколько раз уже говорила в разных конференциях и так далее. Я говорю о милосердии архива, который иногда случайно сохраняет какие-то вещи, имена, которые были обречены на забвение. То есть мы, находясь в потоке современности, пропускаем через себя огромное количество документального материала. И в связи с каким-то... представьте себе, что такое современный художественный процесс. Это люди, прежде всего, какой-то определенный круг людей. И, с другой стороны, это событийный поток, практически беспрерывный. Каждый день в Москве, только в Москве происходит огромное количество событий, на которые либо люди ходят, либо они туда не ходят. И надо сказать, если можно, я займу еще пару минут своим рассуждением. В свое время коллекционер и архивист неофициального русского искусства Леонид Талочкин объяснял, как он мог мне и моим друзьям из университета, молодым искусствоведам, как он видит проблему этих границ. Кто такие современные художники, почему этот считается, а этот не считается. Он мне говорил о том, что у каждого гостя тогдашней Москвы в 60-е и 70-е годы был список художников, мастерские которых надо обязательно посетить. И получалось так, что если собрать все эти списки, возникнет некий топ-список, которые повторяются во всех списках. И это и есть ядро, а вокруг, как некое облако коннотаций, художественных, существуют самые разные слои московского художественного мира, которые так или иначе через посредничество этого ядра включаются в некий оборот процесса, который мы называем современным искусством России. Ничего, собственно, не поменялось с тех пор, и поэтому... Поскольку в нашем отделе работает огромное количество молодых людей, которым 25-30 лет, они, естественно, вовлекают в процесс собирательства представителей своего поколения, которых я знаю меньше,
но они их прекрасно знают. Поэтому они, как эксперты, очерчивают вот эти круги своего социума, и таким образом пишется история искусства. Да, интересно. Я сейчас хочу попросить ответить госпожу Заксен-Хубер. Одну минуточку, только я хочу возразить очень конкретно, как бы в скобках. Дело в том, что вот возразить скорее не тебе, а Талочкину. К сожалению, он не услышал ответ. Но дело в том, что списки, которые составлялись в момент, когда собиралась коллекция Талочкина, они были ориентированы на ту концепцию истории неофициального искусства, которая в этот момент доминировала. И в этой концепции, если коротко говорить, то современное искусство начиналось у нас с лианозовской группы Рабина, а вовсе не с, например, с Липяна, Турецкого, Прокофьева и так далее. И еще в этот момент, сейчас, одну секундочку, я договорю, еще в этот момент, например, не учитывалось фактически вообще всякий элемент связи современного искусства с кинетическим движением. И Инфант, и Каличук... Вот, между прочим, для Лени Талочкина искусство современное началось с Нусберга. Он не знал тогда ни Рабина, ни Мухина. И дело не в этом, а в том, что если мы попытаемся посмотреть на историю искусства не как на предмет рассуждения о его форме и качестве произведений, да, а как некую такую вот квазисоциальную повестку, то есть посмотрим на искусство как на социальную структуру, то мы поймем, почему все время Лианозовская школа оказывается в центре, вот как бы в эпицентре начала, да? А почему Слепян, Турецкий и Злотников оказываются на ее краях. Это очень долгий разговор, и он очень локальный, я думаю, это не всем может быть интересно, но тем не менее, вот эта социальность современного искусства играет огромную роль. Прошу вас, вы могли бы отреагировать? Yeah, the last phrase, the social of... You just hold it this way. This way. Okay, thank you. I think the last sentence, the social is very important. Indeed, it's really important, yeah. What I hear, and when I compare the situation in Austria or in Germany or whatever, yeah, I think you are more or less in a better situation because you have really the capacity for making research and working on the archive. What? You do have Basis Wien, a great archive. Yeah, but it's... Do you think so? It's a great archive, but it's not really... I doubt, I have to say, yeah. But the capacity of the museums is limited, yeah, and so you have really to find things for self-organization, or the artists have to do it, yeah. So we have really to find different forms, yeah. For instance, the Julius Scholar Society is really a quite interesting format, yeah. It's done from, the Bido gave a bunch of works, yeah, to a group, and the group, they organized, they worked, maybe now, he died in 2007, and now they worked in 12 years, made solo exhibitions about... Okay. They made solo exhibitions about him and made him really, this figure made him well known outside of Slovakia, yeah. And now the next step was to make an artist space, yeah, in the name of Koller, yeah. So it's really, and what's quite interesting, they made his work on the internet. Yeah, you have really access to the internet. Yeah, this is really a very interesting thing. Yeah, and I think we have really to think which different formats we can work on it. Yeah, because I think the museum's landscape is only one, and
we have really been very inventive to find some others and to cooperate together. Yeah, so it's. And that's why, for instance, when we collect documentation, we can, for instance, address to a curator and ask Andrei to give us his archive, Okay. which he collected through his career. But the other thing is that we initiate researches ourselves. For instance, in 2015, we decided to research the field of self-organized art initiatives, something which cannot be archived conceptually. Yeah. And we now do have 5,000 items and from 100 and more self-organized initiatives from all Russia. All Russia. Wow. And this was really interesting and productive research, but we had to understand what we are, which way we are going, because something can be archived like naturally, but something cannot, and we should help it. And it's limited in language, it's language programs because it's only for Russian people or have access. In our, yeah, I may say that, yes, it's Russian art, it speaks Russian. But in our website, you can find at least titles translated. Okay, So you can work with this resource. thank you. Вот у нас здесь представители двух музеев, причем как бы дружеских музеев, которые занимаются часто одним и тем же материалом. Я имею в виду Сашу Обуху, который представляет музей «Гараж», музей современного искусства, и Иру Горлову, которая представляет Третьяковскую галерею, причем вот новую часть ее, да, то есть новую Третьяковку, которая занимается 20 и 21 веком. Я хочу вот спросить Иру, я прошу прощения, может быть, этот вопрос будет не самым приятным для нее, но тем не менее, вот он меня волнует давно. Дело в том, что в отличие от деятельности музея «Гараж», который с самого начала поставил задачу не только собирать коллекцию, но именно собирать архив, и Третьяковской галереи как раз все происходит наоборот. То есть меня, вот когда я туда пришел работать, меня поразило то, что, ну ладно, они не занимались современным искусством, понятное дело, им было нельзя заниматься, но они были хранителями, и причем довольно ревностными хранителями соцреализма. Правда, надо сказать, что термин соцреализм в Третьяковке не произносился. У нас была забавная ситуация, когда на одной конференции западные коллеги просили показать, говорят, вот вы имеете колоссальную коллекцию, покажите, вот где ядро соцреализма, где его, как бы. И все говорили, да нет, это не соцреализм, вот все, что вы видите, это на самом-то деле хорошее искусство, а не соцреализм. Да, хорошая советская живопись. Так вот, они действительно собрали огромную эту коллекцию, хранят ее до сих пор, показывают, но архива этой коллекции нету. То есть получается таким образом, что эти художники абсолютно оголены, в отличие от того, что делали в Третьяковке старой, так, что делали люди до сталинского времени. В досталинской Третьяковке были собраны огромные архивы XIX века и русского авангарда, по которым как раз, то есть там письма Ларионова, письма Кандинского и так далее, то есть вот огромный замечательный материал, из которого картина русского авангарда вырисовывается значительно более богатая, чем она может быть составлена по коллекции. Как вот, Ир, ты видишь себе такую ситуацию, чтобы вот новое поколение коллекционеров вышло, и они бы сказали, нет, мы больше не картины, не скульптуры, мы вот только собираем материалы концептуального плана, объектики, только штучки. идеи собираем, Идеи, да? да. Ну, есть такие коллекционеры, да, которые собирают объектики, спичечные коробки. Вот Мишмаш тут выставила коллекцию папы Миши, да? И я думаю, что они будут редки всегда, но такие люди есть, они существуют. И что касается, там, ты имеешь в виду частная коллекция, которая будет состоять из концептуальных объектов,
Конечно, если это предмет страсти, то она будет. Есть же коллекционеры, которые собирают, например, только медиа-искусство, и там у них вся коллекция состоит из этих файлов, которые они закачивают, там, закачаны у них в компьютере, хранятся на жестком диске, и время от времени могут они разворачиваться в какую-нибудь медиа-инсталляцию или видеопроекцию в их же пространстве. Так что бывают всякие чудаки. Кстати, с этим медиаматериалом, это еще один, мне кажется, проблемный элемент для нынешнего коллекционирования, потому что коллекционирование — это все-таки очень часто желание обладать единственным экземпляром, вот желание чем-то обладать вопреки другому и вопреки миру. Вот у меня есть, и, кстати, на этом построено вот это состязательство аукционов, где люди борются, задирая невероятно цены, именно для того, чтобы обладать этой вещью, да, и зажигаются этой страстью, да? И вдруг оказывается, что таких вещей не одна, и не две, и не 10, а там целый... Более того, их может быть бесконечное множество, потому что оригинала нету, да? Собственно говоря, у медийной вещи нет оригинала. У напечатанной фотографии Монро нет оригинала Монро. Ну, да? это не так, Андрей, это не так. На самом деле, у нас же все уже забыли про это, но в 1996 году произошел прорыв на художественном рынке. Люди стали покупать тиражи, потому что фотография, шелкография и вообще любые виды печатной графики, они оказались и доступнее по цене, и достаточно технологичны для того, чтобы, так сказать, обозначить присутствие современного искусства в той или иной частной коллекции. И Монро, как мы сегодня как раз днем уже говорили про него и про его архив, через экспертную как раз позицию выстраивается иерархия его работ. Ключевые, менее значимые для самого художника, вообще уходящие полностью в архив, потому что он никогда их не выставлял. И таким образом эта иерархия существует. И для этого, собственно, экспертная оценка так важна на рынке. И без нее, то есть это был бы абсолютный хаос и жульничество. Да, но вот ты произнесла слово «эксперты». Давайте мы на этом вот эту тему и закончим нашу дискуссию. А вот вы скажите, пожалуйста, кто, собственно говоря, эти эксперты? На кого можно полагаться, на какую группу лиц или на какую профессию? Кто является экспертом, который вот действительно мог бы дать более-менее точный ответ, что надо сегодня коллекционировать? Кто эти эксперты? Ну вот они здесь, галеристы. Галеристы. На самом деле это могут быть совершенно разные люди. Это могут быть те же коллекционеры, которые обладают уже интуицией и даже, можно сказать, знаточеским глазом отчасти, да? Если речь идет о каком-то... А так круг их достаточно широк все-таки. Это могут быть и музейные сотрудники, и кураторы, выставочные. Ну, в общем, это какой-то вопрос сложный. Ты хочешь, чтобы мы назвали имена? Нет, совсем. Нет, совсем. Я имел в виду вот другое. Я имел в виду, что валоризация русского искусства, выбор лучшего происходит на Западе. То есть западная оценка, русское искусство как бы самое высокоценное, сначала должно отъехать на Запад, там быть оценено, там быть даже сколлекционировано, и потом какими-то остатками вернуться к нам. Это уже не совсем так, то есть вообще не совсем так. Ну вот на самом деле эксперты, вот все, кто тут сидит, вот любой из нас проходит сквозь ярмарку и говорит, вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. Вот таким образом человек создает свою коллекцию, он может ничего не купить, но он уже выбрал, он сделал свою селекцию, и у него как бы есть это оценочное суждение. Но для меня, например, самое важное, конечно, важно чутье, начитанность, насмотренность, но самое для меня важное – это знание глубинного художественного процесса. То есть
такое современное знаточество и достаточный уровень знаний в области истории, скажем так. Да, а еще есть страсть, кстати сказать. Потому что вот Этого никто не отменял. Как и есть страсть покупать, шопинг, так, видимо, есть и страсть коллекционировать, как это, коллектинг. Так что я предлагаю вот перейти к этой страсти, удовлетворять ее активно. Спасибо. Спасибо.